quieto. Почти 2 недели с запуска открытой бета-демки Mecha Break, и я думаю, самое время немного обсудить самый важный аспект игры, а именно PvP режимы. Мышмак — это безусловно свежо и интересно, но все дороги ведут на классическую арену, особенно когда есть чем сравнивать. Не знаю, как для вас, а лично для меня это уже как вторая бетка, первая была в августе. По объему контента, само собой, есть расширение, но если рассматривать PvP плоскости в диапазоне базовых механик, то что на первой бете, что на данной предрелизной демке, я играю по сути в одну и ту же игру. В своих первых прошлогодних видосах я достаточно тепло отзывался о Mecha Break, и могу вас заверить, сегодня будет примерно то же самое. Потому что своего рода уникальная онлайн-арена экшен с мехами и нашими любимыми игровыми форматами по типу захвата точек, сопровождения вагонеток и доставки ключ-карт. Это касается формата 6 на 6, операция Лассо. Наверное, некоторые из вас уже добрались до режима арена асов формата 3 на 3. И это уже совсем немного иной опыт, где целью победы наконец-то становится количество киллов. Упор на более индивидуальный скилл в сочетании с командной работой. В зависимости от ситуации, все-таки арена асов это что-то более близкое к киберспорту. Главный вопрос, который мучает многих, исходя из комментов на YouTube и отзывов в Steam, это баланс мехов. Данный аспект несколько остро вырисовывался и для меня в августе прошлого года. Тогда мы имели довольно анбалансных страйкеров, по этому вопросу я даже делал отдельный ролик, и тогда я обозначил как немного имбанутыми следующих мехов. Это Наруками, Фалькон, Элиснос, Трицера и Пинака. К сожалению, у меня не осталось данных по характеристикам вышеперечисленных страйкеров с прошлой беты. Но некоторые моменты могу обозначить точно. Наруками значительно реже забирает MVP. Фалькон скорее не воздушный аннигилятор, а бюджетный газонокосильщик. Элиснос все так же со второй фулл жизнью к ряду. Пинака потеряла аж 5 снарядов из магазина, и скорость перезарядки заметно растянулась. Теперь это не хиллер-штурмовик, а просто очень полезный командный мех поддержки. Явный анбаланс из вышеуказанного списка прослеживается только в отношении Трицеры, и это особенно ощущается в режиме с вагонеткой на палубе Пламбей, а также в провале Каруп, где необходимо захватывать опорные пункты. Вот если Трицеры занимают вагонетки или любой опорный пункт, то это нуднейшая головная боль, которую только можно испытывать в этой игре, а если онная происходит при поддержке Стего, и пилоты этих мехов прекрасно понимают, какие роли они отыгрывают и нацелены на результат, задача по их уничтожению оборачивается в самый настоящий челлендж. Стего в этом дуо скорее как весомая поддержка, как отдельная единица он довольно посредственен, хоть примерно и так же подбешивает. Довольно часто вижу отзывы по поводу имбовости самого дорогого меха в игре, а именно Инферно. В этой бете, к сожалению, я не могу себе его позволить, но как противник Инферно гасится довольно быстро. Особенно теми мехами, которых я избрал для PvP в процессе создания этого ролика. Например, на Люмина я могу вынести Инферно просто с закрытыми глазами, ну вообще без проблем. По крайней мере на рангах и не дальше алмазных. Если прям останавливаться на балансе страйкеров, делать на этом акцент, то, как для ветерана бета-тестов, на сегодняшний день, на текущий момент, я вообще не вижу прям из ряда вон выходящих из баланса характеристик. Да, есть Трицера, все такая же жирная, Наруками продолжает щекотать нервы, Фальконы, Скайрейдеры все так же добивают из ниоткуда, Элиснос то и дело сбрасывает, накидывает броню,
а пантеры и велкины выносят на респ любого невнимательного противника. Это просто характерные особенности персов, которые либо контрятся, либо не выходят за рамки дозволенного. Единственная претензия в этой бете, скорее всего, она будет адресована только к Велкину. Причина простая: когда я играю за милишников, я почти никогда не могу его спарировать из-за создаваемых помех в момент атаки, стана из-за почти всегда удачного удара и гребаной щитовой коробки, которая не просто ограничивает перемещение, но и немного мешает обзору, несмотря на свою полупрозрачность. Стыдно сказать, но я даже испытание с ботом Велкином прошел, наверное, раза так с 30-го, где нужно было продержаться какое-то время и при этом хотя бы просто не умереть. Поэтому Велкин — это единственный мех, которого бы плюс-минус, реально стоило бы пофиксить. На самом деле у каждого из вас найдется свой криптонит, но у меня он только один, и имя ему Велкин. Какая к черту инферно? По части игровых мап, самые любимые — это Око Мисры, она же пустыня, и обсерватория на мысе Блан. Я обозначаю ее как лес. Максимально понятный и логичный дизайн относительно заявленных целей игровых форматов, захват точек и доставка ключ-карт. В первом случае создается масса интересных ситуаций в радиусе любой из довольно открытых позиций харвестеров Карита. Во втором, за захват ключей приходится побороться, как на открытых пространствах, так и в закрытом комплексе, где разворачиваются такие тесные баталии, что вы можете либо отлететь за 10 секунд, либо набить трипл-килл за чуть большее время. А вот сами схватки у каждой точки интереса могут продолжаться вообще по несколько минут, и далее нас настигает буря в пустыне, которая гасит любой захват целей, что делает несколько бесполезными определенных мехов, если они заточены на этот самый захват, потому что все сенсоры гасятся, а вот милишники здесь напротив, как раскаленный нож в сливочном масле. И само собой по экшону, ничто не сравнится с эскортом вагонетки по гавани Палм-Бэй. I was gonna get up and find the groove, but then I got high. My room is still messed up, and I know why. Why, man? Yeah, cause I got high. Because I got high. Because I got high. La da 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 da. Но из-за гребаной трицеры и люто господствующих на флангах аквилов, настроение у меня на этой мапе стремительно выветривается, как и желание покреативить в любом месте за пределами депо. Арена асов, как уже упоминалось в начале, это компактные карты, меньшее количество игроков 3 на 3, короткие матчи до 8 киллов на всю тиму. Меньше хаоса, меньше беготни, больше продуманности. Но никакого особенно углубленного геймплея. Зачастую, если в команде противника Трицера, Стега и Пантера, нашедшая в противниках своего Лиснеса для умеренного танга. С другой стороны, вот лично я немного подустал от режима операции Лассо 6 на 6, и прям последние вечера провожу на арене асов, довольно уютненько, местами киберспортивненько, одобряю. По части сервиса для любителей компетитив составляющей, по умолчанию мы играем в рейтинговые матчи, в игре происходит сортировка по рангам, следовательно, чем дальше, тем меньше случайных людей, тем больше пота и меньше фана. Все как мы любим. У каждого игрока есть система репутации, он же рейтинг доверия, который может понижаться в тех случаях, когда на вас накидывают репорты, вы имеете неприличный позывной, занимаетесь смурфином, оскорблениями в чате и юзанием багов игры. Если ваш рейтинг ниже 60, вы уже не сможете играть в ранговые режимы. Что касается античита. Это Ace, античит-эксперт, продукт азиатского производства, занимается сканированием всех процессов операционной системы и оперативной памяти, проверяет целостность игровых файлов, обнаруживает эмуляторы и системы для взлома. Сервер анализирует данные, поступающие от игроков, блокирует подозрительные аккаунты, система регулярно обновляет свои базы для защиты от новых читов, низкое влияние на производительность, часто критикуется за глубокую интеграцию в систему, то есть, что можно западным античитам, нельзя китайскому. Звучит как реклама, правда сделанная в который раз за бесплатно. Главные вопросы у меня, возможно, могут возникнуть к монетизации.
особенно к модулям характеристик прямиком из лутбоксов. Опять же я понимаю, что данный проект прямиком из Азии, где рынок живет совершенно по другому спросу, стандартам и моделям монетизации. Mecha Break находится на стадии бета-демки, пусть и предрелизной. Наверное, о чем-то большем рассуждать особого смысла не имеется. Следовательно, тему закрываем. Далее в новых роликах я бы хотел окунуться в билдострой и, собственно, в кор-нюансы самой игры. Поэтому следите за каналом, и, возможно, когда-нибудь это все закончится. Это был Ремейкер, отключаюсь.